Из-за наплыва желающих проголосовать на выборах в Армении в аэропорту Еревана образовались огромные очереди. Многие из прилетевших объясняют свое решение так. «Нас волнует то, что происходит с Арменией. Волнует курс руководства на разрыв отношений с Россией, поэтому мы с женой решили прилететь проголосовать». При этом военная полиция Армении выборочно проверяет документы, а некоторым гражданам сообщают о необходимости встать на учет в военкомате. По данным телеграм-канала «Баграмян-26», премьер-министр уже поручил полностью перекрыть выезд всем гражданам Армении призывного возраста, проживающим в России. Речь идет о так называемых гастролерах, которых, по утверждению источников, массово завозили в страну для голосования. Теперь эти люди, прилетевшие всего на один день, чтобы исполнить гражданский долг, могут остаться в Армении на весьма продолжительный срок. Сообщается, что Министерство обороны уже сформировало отдельный батальон, условно называемый Таманянской дивизией, а после Дня тишины власть якобы официально объявит, что все они остаются служить во благо Родины. Отдельно подчеркивается, что во время голосования на избирательных участках в паспорта ставится штамп, и именно по этим отметкам в дальнейшем могут выявлять будущих призывников. Информационная система полиции, позволяющая идентифицировать граждан Армении без документов по изображению, подключена к электронной системе управления государственной границей, и в случае совпадения данных система подает мгновенный сигнал. Указывается, что на всех избирательных участках ведется прямая трансляция и видеозапись, что упрощает идентификацию. На данный момент военная полиция Министерства обороны продолжает работу с призывниками, прибывшими из-за рубежа, с целью выявления уклонистов и их направления на учебные сборы. Параллельно антикоррупционный комитет Армении сообщил, что сегодня и завтра по всей территории республики будут проводиться масштабные оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с использованием беспилотников для выявления схем подкупа избирателей. В ведомстве заявили, что располагают сотнями оперативных данных о фактах дачи и получения избирательных взяток, а также списками с персональными данными тысяч граждан, обнаруженными в ходе обысков. Комитет призвал граждан отказаться от участия в подкупе и напомнил о неотвратимости ответственности за подобные правонарушения. Комитет по предотвращению коррупции также подтвердил проведение по всей стране масштабных мероприятий, включая применение дронов для выявления схем подкупа избирателей. Прокуратура Армении напомнила, что уклонение от военных сборов наказывается лишением свободы от 1 до 3 лет. В заявлении уточняется, что правительство страны 8 января объявило сборы для рядовых, прапорщиков и офицеров 1 и 2 категорий. Согласно закону о воинской службе и статусе военнослужащего, гражданин, находящийся в Армении, обязан явиться к месту учета по соответствующей повестке. Параллельно Следственный комитет сообщил о результатах расследований, в ходе которых выявлено более 100 случаев дачи и получения избирательных взяток. Отдельно отмечается, что кандидата от блока «Сильная Армения» подозревают в подкупе избирателей. По версии следствия, более 100 жителей общины Арташат получили денежные средства за поддержку кандидата на выборах. Суммы выплат, как утверждают следственные органы, варьировались от 100 до 500 тысяч драмов, что составляет примерно от 270 до 1360 долларов США. В рамках дела полиция задержала более 40 человек, которых подозревают в получении вознаграждения за участие в голосовании. На этом фоне в ряде публикаций в армянских СМИ и комментариях в информационном пространстве активно обсуждается тема участия граждан, проживающих за рубежом, в избирательном процессе. Утверждается, что часть армян призывного возраста, прибывших из России для голосования, может столкнуться с проверками и последующим направлением на военную службу.
В этих материалах подобные меры интерпретируются как жесткий подход государства к вопросам политического участия и воинской обязанности, а также как попытка одновременно воздействовать и на электоральное поведение, и на демографические процессы. В информационной повестке также появилось заявление Дмитрия Медведева, который назвал предстоящие выборы в Армении нелегитимными. Эти слова вызвали широкий резонанс, однако официальные лица и наблюдатели в Ереване на подобные оценки реагируют сдержанно, указывая, что вопрос легитимности выборов определяется внутренними процедурами и наблюдением соответствующих институтов, а не внешними политическими заявлениями. В некоторых комментариях также предполагается, что подобная риторика может быть частью более широкой линии на политическое давление и делегитимацию процессов. Одновременно заместитель секретаря Совета безопасности России Шевцов заявил, что возможный выход Армении из ОДКБ вряд ли повысит уровень безопасности страны. По его словам, организация сохраняет эффективность и остается гарантом безопасности на евразийском пространстве, а потому отказ от участия в ней не принесет Армении дополнительных гарантий защиты. Эти заявления прозвучали на фоне высказываний премьер-министра Армении, который ранее в ходе предвыборных дебатов отметил, что Ереван примет решение о выходе из организации, когда сочтет это необходимым. Таким образом, Кремль бросил все свои силы против армянских властей, пока не добьется смены власти в Армении, но армянский народ в своем большинстве стоит за Пашиняном. Уже сегодня пройдут выборы, и через несколько часов станет известно имя нового премьер-министра Армении, либо им вновь станет Пашинян. Посмотрим, как и по какому сценарию будут развиваться события в стране. Одно ясно. Кремль не успокоится до тех пор, пока не подавит демократию в Армении, и это становится понятно, так как вся структура Кремля в режиме нон-стоп хаит власти Армении. Хотя картина может полностью поменяться уже после 7 июня, по итогам выборов в Армении. В любом случае Москве придется работать с теми людьми, которых изберет народ Армении, поэтому уже после 7 июня ситуация может кардинально измениться в сторону более спокойных и прагматичных отношений между Россией и Арменией. Одним словом, следите за нами. Мы держим руку на пульсе всех политических событий. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа.